Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе The Buggles. Это английская группа новой волны, образованная в Лондоне в 1977 году певцом и басистом Тревором Корном и клавишником Джеффри Даунсом. Группа наиболее известна своим дебютным синглом 1979 года, который возглавил не только британские чарты, но также занял первые места еще в 15 странах мира. Изначально группа называлась Bugs. Такие студийные насекомые, воображаемые существа, которые жили в звукозаписывающих студиях, создавая хаос. Затем кто-то в шутку сказал, что Bugs никогда не будут такими большими, как Beatles. Поэтому ребята изменили название на Buggles. Позже один из основателей группы, Тревор Хорн, сказал: «Я знаю, что это ужасное название, но в то время это была эпоха великого панка. Когда дело дошло до выбора нашего названия, я подумал, что выберу самое отвратительное из возможных». Он, кстати, начинал свою карьеру с продюсирования джинглов и панк-рок групп, а Джеффри Даунс играл на клавишных в разных группах. Впервые они встретились в 1976 году на прослушивании в музыкальную группу Тины Чарльз. Чуть позже Хорн познакомился с басистом Брюсом Вулли, и всех их объединяло одно: они хотели создавать музыку в стиле Kraftwerk или Даниэлы Миллер. «У нас была идея», — вспоминал Хорн, «что в какой-то момент в будущем появится звукозаписывающий лейбл, на котором действительно не было бы артистов, только компьютер в подвале. И одной из групп, который мог бы создать этот компьютер, будут Buggles». В 1977-м Хорн, Даунс и Вулли начали записывать демо в маленькой комнате над строительным магазином на юго-западе Лондона. Эта демка привлекла внимание продюсера Криса Блэквелла из Island Records. Он предложил им сделку, и они согласились. После подписания контракта ребята приступили к записи дебютной пластинки. Несмотря на это, Вулли решил прекратить сотрудничество, чтобы сформировать собственную группу. В итоге работа над альбомом потребовала нескольких месяцев утомительных и интенсивных экспериментов со студийным оборудованием. В итоге главный сингл альбома был выпущен в сентябре 1979 года и имел ошеломительный коммерческий успех, возглавив чарты в 16 странах, а альбом вышел в январе 80-го и занял 27 место в британском чарте. Ну а что до MTV? 1 августа 1981 года в кабельной сети Нью-Йорка появился новый канал. Его открыл ролик, в котором космонавт водрузил на Луне флаг со знакомым теперь всем логотипом. Ladies and gentlemen, rock and roll. После чего грянул клип на знакомую нам уже песню с пророческим названием «Видео убило радиозвезду». А вообще споры о том, когда появился первый видеоклип и что такое вообще видеоклип, не стихают до сих пор. Некоторые находят истоки музыкального видео еще в конце 19 века, когда американец Джордж Томас придумал сопровождать проигрывание музыки самодельными фотослайдами. Другие предпочитают считать предками видеоклипов музыкальные короткометражки 30-х годов. Не отстают и наши патриоты. По их мнению, первым видеоклипом является ролик Леонида Утесова «Пароход», где певец исполнил сразу несколько ролей: капитана, дирижера, билетера, влюбленного юношу и даже даму его сердца. Весь я в огне, словно по сердцу идет пароход. Но первый расцвет короткого музыкального видео приходится на 60-е годы. Эру, когда телевидение пришло в каждый дом. Важную роль при этом сыграла вышедшая в 1964 году на BBC передача Top of the Pops. Она представляла собой своеобразный телехит-парад с выступлениями приглашенных исполнителей. А так как музыканты не всегда могли прийти на студию, они стали посылать туда заранее снятые видеоролики.
Эти самые видеоролики были самые разные. Одни незатейливые, где музыканты просто пели песню на сцене, другие постановочные, с оригинальным монтажом. А иногда даже с целыми разыгранными сценками. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Поэтому к началу 70-х видеоклипы в широком смысле этого слова уже существовали. В более же узком смысле видеоклип — это не просто музыкальное видео, а короткометражка, смонтированная из очень малюсеньких нарезок, буквально несколько секунд, смена которых подчинена прежде всего ритму песни. Недаром возник даже такой термин «клиповое сознание», когда внимание человека требует постоянной смены образов и не может ни на чем концентрироваться долго. Кроме того, к характеристикам клипа добавилась и коммерческая составляющая. Видеоролики постепенно становились важным средством раскрутки песни, наряду с пластинками и радио. В этом смысле переломным стал 75-й год, когда две группы, шведская ABBA и британская Queen, превратили свои песни в хиты благодаря именно видео. ABBA сняла свою «Мамма Мия» для раскрутки в далекой Австралии, где и появилась знаменитая фишка с одновременно снятыми профилем и анфасом. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Что касается Queen, то они отправлялись в гастроли и не успевали выступить на Top of the Pops. Тогда на «Богемную рапсодию» решили снять видеоролик. В распоряжении режиссера Брюса Гоуэрса оказались 4500 фунтов и хорошая монтажная студия. В результате клип на песню сопровождался множеством спецэффектов. Сейчас все эти расслоения наложения могут выглядеть наивно, но тогда это было очень круто. И это сейчас ясно, что транслировать клипы по ТВ – занятие выгодное. Однако в конце 70-х все было не так очевидно. Идею круглосуточного музыкального телеканала пришла в голову Роберту Питману в 1978 году. И тогда он опробовал идею на местном кабельном ТВ в штате Огайо. Лишь в 1981 году ему удалось сделать вещание общенациональным. И песня Buggles «Видео убило радиозвезду», казалось, была написана специально для открытия MTV. Именно этот клип откроет вещание MTV, а режиссера Рассела Макнахи сделает одним из самых знаменитых клипмейкеров 80-х. Так вот, поначалу дела у канала шли не очень. Обещанного объема вещания не дали, а клипов было очень мало, всего 250 пленок. При этом на 30 из них надрывал глотку Род Стюарт. И до 1983 года канал был убыточным. Но потом популярность его набрала обороты. В этом немалую роль сыграл зрелищный клип Майкла Джексона «Триллер», который произвел фурор и задал совсем другую планку для музыкального видео. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео.
Теперь съемка видеоклипа стала для певца не прихотью, а одним из обязательных пунктов раскрутки. Режиссеры вкладывали в клипы огромные деньги, применяли самые изысканные и новомодные спецэффекты, приглашали звезд кино и супермоделей. Внешний имидж исполнителя стал не менее, а то и более важен, чем его музыка. Недаром начало эры видео совпало с популярностью стиля новой волны, с его театральностью и приверженностью к внешним эффектам. Но технологии не стоят на месте. И в 2010 году группа The Limousines записала свой ответ на хит Buggles, песню под названием «Интернет убил звезд видео». И действительно, внимание молодежи переключилось с ТВ-каналов на видеохостинги, где был больший выбор, свобода и оперативность. Ну а что же The Buggles? В начале 80-го года Хорн и Даунс начали работу над вторым альбомом, а в студии по соседству работала потерявшая к тому времени вокалиста Джона Андерсона и клавишника Рика Уэйкмана группа Yes. Тревор и Джефф были большими ее поклонниками, и, естественно, вскоре все музыканты оказались в одном помещении. Решили вместе поджимовать. Тут же появились интересные идеи. В итоге Тревора и Джеффа пригласили присоединиться к группе. Злые языки тут же прозвали обновленных Yes The Eagles. Хотя, как вспоминал впоследствии Крис Сквайр, ему потребовалось приложить усилия для того, чтобы уговорить Тревора стать фронтменом Yes. Будучи поклонником группы и оригинального вокалиста Джона Андерсона, Тревор Хорн понимал, какую ответственность ему предлагают взвалить на свои плечи. Однако, так или иначе, непринужденность первой встречи передалась и всему процессу работы над новым альбомом, который был сочинен и записан достаточно быстро. Следует сказать, что записанный альбом совершенно не заслуживает той несправедливой критики, которую время от времени получает и сегодня. По сути, смысл критики по большей части сводится к тому, что Тревор Хорн не Джон Андерсон. Вот и все. Конечно, ему было тяжело. Несмотря на великолепную музыку, представленную на альбоме, Хорна приняли не все, что особенно ощущалось во время британской части турне. В чартах альбом хоть и удержался, но в США не получил даже золотого статуса. Не получил он золота и в Великобритании, и хоть добрался в тамошних списках популярности до второй позиции, тем не менее, за 40 лет на берегах Туманного Альбиона альбом был продан тиражом чуть более 60 тысяч копий. Впрочем, в том же году Yes распались, ну а Тревор Хорн и Джефф Даунс засели корпеть над вторым альбомом. Работа над новой пластинкой была сопряжена с трудностями. Сначала Стив Хауэлл переманил Даунса в группу «Азия» в самый разгар подготовки к записи. А когда Хорн остался один, он сменил звукозаписывающий лейбл. В итоге альбом появился в ноябре 1981 года и не смог повторить успеха дебютной работы. Хоть и саунд стал еще более навороченным, с использованием новейших моделей синтезаторов и драм-машин, но звучало уже не все так прорывно, как в январе 1980 года. Куда-то подевалась и та самая приятная мелодичность первого альбома. В итоге альбом провалился в чартах, и Тревор Хорн не видел более будущего в своем проекте. Вскоре Хорн вернулся в реформированный Yes, но только в качестве продюсера и сонграйтера. Ну а после он работал в данных ипостасях с огромным количеством знаменитых музыкантов, включая Сила, Брайана Адамса, Джеффа Бека и Майка Олдфилда. В Англии он до сих пор считается одним из лучших музыкальных продюсеров. Даунс же долгое время играл в весьма успешной группе «Азия» и сольных проектах Роджера Уэттона, а сейчас окончательно вернулся в состав Yes.
и заслужил себе славу одного из наиболее влиятельных клавишников в истории арт-рока. Thank you. Thank you, Verona.